Нанесен сокрушительный удар возмездия. Начинается новая, более жесткая фаза войны. Поражены стратегические объекты. Столица разгромлена, тяжелая бронетехника выведена на улицы. Столкновения и огонь по всему городу. Власти теряют контроль. Украина испытала супероружие, которого нет пока ни у кого в мире. На что способна новейшая ракета. Сокрушительное поражение Трампа, удар по президенту. Такого в Белом доме явно не ожидали. Впервые с начала вторжения прилетело туда, куда еще не прилетало. Десятки объектов под атакой, жители в панике. Движуха вовсю. Об этом и многом другом к вечеру среды, 10 июня. Среда позади, неделя перевалила за экватор, а события лишь набирают обороты. Спасибо, что вы с нами. В эфире Нехта, я Степан Путила. Поехали. Украина испытала уникальное и секретное супероружие, которого пока нет ни у кого в мире. Но за громкими словами реальный прорыв. Компания Firepoint, та самая, что делает дальнобойные дроны и ракеты «Фламинго», успешно провела первые испытания новой зенитной ракеты FP7.X. Это сердце будущей системы ПВО с красивым именем Фрейя, задача которой сбивать российские баллистические ракеты вроде «Искандеров» и «Кинжалов» и тучи дронов. Можем ли мы по-прежнему рассчитывать на Патриот? Думаю, что уже нет. Общий промышленный потенциал США после недавнего опыта в Иране показывает, что Америка будет оставлять лучшее вооружение для себя. А главная фишка – цена. Украинская ракета должна стоить около $700 тысяч против почти 4 миллионов за одну американскую Patriot. Разница в 5 раз. Если все пойдет по плану, Украина перестанет вымаливать дефицитные перехватчики у США. Правда, эксперты пока честно признают, полностью заменить Patriot она не сможет, скорее мощно усилит оборону. Patriot остается уникальной системой, поэтому правильнее говорить о дополнении, а не о замене. Фрейя лишь часть скрытой игры Зеленского. Он намекнул, что недавнее нашумевшее письмо Путину только верхушка айсберга. Путин назвал письмо хамским, на что Зеленский ехидно ответил: Это вы еще не читали первую версию. И обронил загадочное. За этот месяц он разослал письмо в США, ЕС и Путину. И у каждого была своя тайная цель. И нужный результат, по его словам, он получил. Какой именно, пока не уточнил. Интрига, которую Киев пока держит при себе. Киев держит, а Кремль дрожит. Это бодрит лучше любого утреннего кофе. Минувшей ночью Украина устроила России такой прикур, что зарево полыхало от Самары до Дагестана. Десятки дронов и впервые по-серьезному дальнобойные украинские ракеты «Фламинго». Самое громкое и далекое в Чебоксарах прилетело по заводу в НИИР «Прогресс». Это на минуточку около 1000 километров от украинской границы. Завод непростой. Он делает антенны «Комета», которые защищают российские «Шахеды», «Искандеры» и «Калибры» от глушилок. То есть ударили прямо по глазам вражеских дронов и ракет. Местные жители были поистине рады путинской движухе. Пожалуйста, разворачивайся. И, судя по кадрам, низколетящие ракеты достали Чебоксары как раз-таки новые украинские «Фламинго» с дальностью до 3000 километров, способные дотянуться хоть до Москвы, хоть почти до Новосибирска. Удары эти Киев признал открыто. Зеленский подтвердил, что Чебоксары навестили именно украинские «Фламинго». Президент Украины поблагодарил за точность сразу всех – ВСУ, ССО, СБС, ГУР и СБУ. Погасите свет, предупредите соседей. К слову, в Омской области ракетную тревогу объявили впервые с начала войны, а это 2300 километров от Украины. Тревожно той ночью было сразу в 14 российских регионах. Горело и нефтяное хозяйство. В Самаре полыхнул Куйбышевский НПЗ, один из крупнейших в стране, собственность Роснефти. Это уже, мне кажется, минут 20 горит, может поменьше. Во Владимирской области накрыли сразу 2 нефтеперекачивающие станции Транснефти, Второго и Лобкова. Это те, которые обеспечивают топливом московские аэропорты и качают дизель на экспорт через Балтику. Так что удар чувствительный. Но больнее всего, кажется, ударили по символу. В оккупированном Севастополе дрон попал в здание знаменитой панорамы «Оборона Севастополя». И назначенный Москвой губернатор Развожаев признал, шедевр практически уничтожен. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею. За это за все они будут
нести и ответственность. Ну а до кучи в Мариуполе Азов обесточил морской торговый порт. Украинские защитники прямо пишут: оккупанты потеряли возможность использовать порт Мариуполя. А накануне вечером отдельный салют и уютный огонек уже без всякой Украины. В дагестанском Кизилюрте рванул магистральный газопровод Моздок-Казимагомед. По данным МЧС, прогремели сразу 3 взрыва, а потом газ под высоким давлением хлестал наружу и горел факелом метров 15. Зарево видели за десятки километров. Предварительная причина – банальная утечка, никакой атаки. Пришлось эвакуировать около 140 человек, газопровод перекрыли. Труба эта стратегически важная, снабжает топливом 7 районов Дагестана и гонит газ дальше на юг, в том числе в Азербайджан. Так что у России в эти дни горит даже там, куда дроны не долетают. И своими силами справляется. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. В Крыму уже отменили поезда, пока ночные. Теперь въезжать на полуостров можно только засветло. Звучит курьезно, но за этим страх. 8 июня украинский дрон ударил по поезду Москва-Симферополь, погиб помощник машиниста. Вот, и разрешили движение лишь с 5 утра до 11 вечера, перекроив 28 рейсов, а часть поездов теперь доходит только до Керчи. Дальше людей пересаживают на автобусы. Поезд в Крым становится роскошью не по карману. А следом украинские военные объявляют полностью разбитым Чонгарский мост. По нему ударили еще раз, а это одна из ключевых переправ с материка. Теперь еще взялись и за мост в Геническе. Картинка красноречивая. В процветающий русский Крым уже и поезд боится заехать затемно. Полуостров тихо отрезают от большой земли. Начало новой войны? США этой ночью обрушили на Иран удар возмездия. Мощный, решительный и сокрушительный. По крайней мере, так обещали. Повод — сбитый американский вертолет. Утром 8 июня над Ормузским проливом, через который идет чуть ли не 5-я часть всей мировой нефти, рухнул патрульный «Апачи». Оба пилота чудом спаслись. По данным расследования, в американцев врезался иранский дрон. Умышленно или случайно, пока не ясно. Но Трамп обещал ответить очень сильно и очень мощно. Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом прошлой ночью. И я считаю, что ответ должен быть очень жестким, очень мощным. Именно таким этот ответ и является. А на деле вышло вот что. Удары длились около 4 часов, поразили порядка 20 целей, иранские радары и системы ПВО у пролива. Правда, по сообщениям иранских СМИ, в одном месте сокрушительный удар разнес всего-навсего 2 резервуара с водой. Да и сам Вашингтон потом сбавил тон, назвав все это лишь предупредительным выстрелом. Трамп называл инцидент не таким уж большим делом и подчеркивал, что пилоты серьезно не пострадали. Однако позже на брифинге в Белом доме глава Пентагона Пит Хексет и генерал Дэн Кейн рекомендовали ему военный ответ. Иран в долгу не остался, выпустил ракеты и дроны по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Но почти все по американским данным сбили. Несмотря на поражение на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могущественные вооруженные силы не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу. Если хотите быть в безопасности, покиньте наш регион. Формально между странами с апреля действует перемирие, то самое, которое Трамп продлевал ради переговоров. А президент США тем временем снова напомнил, ради чего, по его мнению, все это затевается. США, мол, помогут Ирану восстановиться, но получат за это половину их нефти. Война это или большой торг, судить вам. Трамп в последнее время проигрывает все чаще, одно сокрушительное поражение за другим, и не только на поле боя. Свежий удар по нему задал американский суд. Трамп задрал плату для компаний за визы иностранным специалистам с $215 сразу до 100 тысяч человека, фактически перекрыв бизнесу возможность нанимать специалистов из-за рубежа. Но Федеральный суд США накануне эту затею полностью отменил, опозорив Трампа. Мол, такие сборы президент в обход парламента вводить вообще не вправе. Вышло вдвойне неловко. Пока правило действовало, по нему оформили всего 85 виз. И это уже второе крупное поражение Трампа в суде подряд. Замахивается громко, а бьет все чаще мимо и проигрывает тихо. Столица в огне, по улицам идет бронетехника, полыхают автобусы и машины, черный дым стелется над кварталами. Люди в масках перекрывают дороги, забрасывают полицию бутылками, фаерами, выбивают двери и поджигают дома. Целые семьи в панике выбегают на улицу из горящих квартир. Звучит как сводка с фронта, но это обычный европейский город, еще пару дней назад совершенно тихий и спокойный.
Нападение было ужасающим и шокирующим. Многие люди сейчас разгневаны и глубоко потрясены. Это вполне объяснимо. Такому насилию нет места в нашем обществе. Это Белфаст, столица Северной Ирландии, а повод для такого ада страшный. Вечером 8 июня выходец из Судана набросился с ножом на местного жителя, повалил и начал резать ему шею. Мужчину спасли случайные прохожие, сейчас он в больнице с тяжелыми ранами. Видео разлетелось по сети за часы, и город взорвался. Я думаю, эти дома стали мишенью, потому что на этой улице живет много иммигрантов. Дальше Белфаст накрыло волной погромов. Под удар попали дома и магазины мигрантов. По словам первого министра Северной Ирландии, людей буквально выжигали из жилищ. Беспорядки перекинулись на другие города, а в Лондоне вышли ультраправые с криками «Вышлите их домой!». Власти стянули бронетехнику, премьер Стармер призвал к спокойствию, нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Но Джина уже выпустили. Одно преступление за считанные часы превратило мирный город в поле боя, где толпа принялась искать виновных по цвету кожи. Кажется, терпение лопнуло. Любовь по переписке, в финале труп. Россия, по данным украинской полиции, превратила сайты знакомств в орудие убийства. Схема, которую описывает глава нацполиции Иван Выговский, циничная до дрожи. Российские кураторы через Телеграм находят молодых девушек, нередко несовершеннолетних, и обещают легкий заработок. Задание — найти военного на сайте знакомств и позвать на свидание. Через Телеграм российские кураторы находят девушек, оплачивают аренду квартир и алкоголь, сообщают места закладок с метадоном, а затем во время якобы романтических встреч этот метадон подмешивают военным спиртное. Один из последних таких громких случаев произошел на днях в Житомирской области. 17-летняя девушка подсыпала наркотик в алкоголь военному ВСУ, дождалась, пока он потеряет сознание, и ушла. Через несколько дней его нашли мертвым. С начала года таких убийств уже 6. Одно удалось предотвратить. И самое жуткое, кого Москва пускает в расход? Совсем юных девушек, гоняющихся за легкими деньгами и часто не понимающих, что становится орудием убийства. Для российских спецслужб они, как прямо говорит Выговский, просто расходный материал. Спасибо, что были с нами. Увидимся уже утром.